Всем доброго раннего утра. Друзья мои, иногда человеку нужно усилиться, призвать какую-то силу, которая придаст ему сил жить дальше. Буквально заставит идти вперед. Какими мы бы не были сильные люди, в любом случае каждому человеку хочется в глубине души знать, что его усилия в этой жизни не пройдут даром, что, по крайней мере, будет благодарность, признательность за все, что мы делаем. И когда мы отдаем этому миру, своей семье, близким, друзьям, работе своей, предназначению, исчерпываемся и со временем понимаем, что мы очень сильно устаем, и даже желание помочь как-то пропадает. Но для того, чтобы нам встать на ноги, взять себя в руки и дальше продолжать жить и творить, время от времени нужно себя усиливать. Почему это важно помнить о себе? Во-первых, через нашу кровь наши близкие и родные бывают защищены, если мы обращаем внимание на свою защиту. Знаете, да, выражение «возлюби ближнего своего, как самого себя». Мы многие забываем, точнее, не совсем правильно трактуем смысл этой фразы, этого сказанного. Нам кажется, что надо любить других больше, чем себя. А там не так сказано. Там не сказано «себя не люби, люби других». Или ненавидь себя, считай себя неважной в этой жизни, и люби другого человека или других людей. Правда? Вот задумайтесь, что там сказано. «Возлюби ближнего, как самого себя». Значит, самого себя тоже надо любить. Если самого себя ты не любишь, как ты можешь любить других? Если человек себя не любит, если человек все время проигрывает в этой жизни каждую свою битву, он озлобляется, он перестает верить в себя. А если человек теряет веру в себя, то все потеряно. Не нужно себя жалеть. Жалость к себе – это дорога в никуда. Это начало катастрофы. Ни в коем случае себя жалеть нельзя. Надо требовать себя в первую очередь. Не позволять себе раскиснуть. Но любить себя нужно. Не самолюбованием заниматься и не преувеличивать свои возможности и преуменьшать свои минусы. Нет, это тоже неправильно. Нужно смотреть на жизнь реально. Вот знаете, когда, например, человек начинает худеть, да, скидывать вес, когда он перестает искать себе оправдания. Я мало двигаюсь, я мало ем, не так уж часто ем и так далее. Когда он становится перед зеркалом, смотрит на себя и сам себе не нравится и понимает, нет, я слишком переборщила, надо остановиться, взяться за себя и убрать. Это все не мое. Самокритично смотрит. Он себя полюбил, да. Вот в этот момент как раз он себя полюбил. Пока он скрывался, пока он пытался себе найти оправдание, он не любит себя. Вот когда он себя принял таким, какой он есть, и сказал, а вот теперь я хочу быть другим, он себя полюбил. Никогда себя не обманывайте ни в чем. Смотрите на себя глазами реальности. Другие вас не слышат, но сами себе нужно говорить, самому себе. Например, вы пишете книги, но никто не знает. Вы держите обиду на весь мир. Не ценят ваш талант. Спросите себя, а кто должен прийти? Люди же не ясновидцы, чтобы вот им мысль пришла, что вот по этому-то адресу живет человек, который пишет замечательные стихи.
И они пришли, постучались, а можно вашу книгу купить? Вы сами должны показать миру, что вы можете предложить. Вот я такое могу. Вот посмотрите. А мир уже решит, взять у вас этот товар или нет. Звучит, может, грубо. Но это все товаро-денежные отношения. Если вы печете торты, мир не может вас не видеть случайно, что вот по этому адресу вот есть женщина, красивые торты печет, правда? Что нужно делать? Показать миру. Вот посмотрите, я такое умею. Я так готовлю. Отправить свои работы на разные выставки, ярмарки и так далее. И вот так мир вас узнает. Сейчас уже 21 век, сайт создать можно, не знаю, канал показать, как вы это делаете. И люди так делают. Как они делают маникюр, как они шьют, как они пекут торты. Предлагай миру, покажи себя, а мир решит, если ты действительно достойный, талантливый человек, то, поверь, рано или поздно тебя заметят. Вот о чем речь. Это возлюбить себя. Знаете почему? Потому что ты не хочешь меньшего, не согласна. Ты хочешь большего. Но хочу вас предупредить. Каждый выход из толпы – это риск. Риск потерять репутацию. Риск потерять свободу. Риск потерять жизнь. Потому что если человек хочет чего-то добиться, он должен рисковать. Это ответственность. Большая ответственность. Вот вы организуете какие-то праздники, вы берете деньги, плату за это. Это ответственность. Вы должны соответствовать. Вы должны сделать так, чтобы люди были довольны. Потому что если они будут недовольны, они эти деньги либо не заплатят, либо заберут у вас, либо с вами будут судиться. Если вы открываете частный детский сад, вы должны соответствовать всем нормам, потому что там дети, там ответственность, что-нибудь с ребенком случится чужим, вас посадят. Понимаете, о чем речь? Любая работа, любой бизнес или свое дело и есть бизнес. Это большой риск. Это выход из всеобщей системы. Это выход из толпы. Многие люди хотят богато жить, завидуют тем, кто рискует. Они завидуют их смелости. Что не хватило смелости, что не хватило дерзости, захотеть большего, лучше жить. Многие предпочитают всю жизнь на заводе горбатиться, никуда не ходить, ничего не... Хотя у них есть потенциал. Многих, например, мастеров на заводе хотят выдвинуть на кресло замдиректора, иногда директора. Не хотят эти люди. Почему? Потому что это ответственность уже. Ты отвечаешь материально, ты отвечаешь так и этак. Есть люди, у которых есть юридическое образование, они могут открыть там офис нотариуса, например. Не хотят люди. Не хотят, потому что это ответственность. Ты отвечаешь своим имуществом, ты отвечаешь свободой, ты отвечаешь деньгами, если... Многие хотят быть начальником милиции, но хотят, но боятся. Потому что это тоже ответственность за каждого подчиненного. Выдают оружие, тоже ответственность, знаете. Подписываешься, ты берешь на себя ответственность, а если он возьмет это оружие и пойдет и натворит бед, что ты будешь делать? С тебя будут спрашивать, а когда ты выдавал, ты видел характеристику, он был нормальный человек, он был адекватный, ну да, адекватный, но мы же не можем понять, что у человека в голове. Понимаете, каждый рискует, каждый, кто он добивается каких-то высот, какого-то высокого кресла, высокого положения, каждый из этих людей рискует. Каждый под прицельным вниманием, каждый в ненависти людской, в зависти. Ты вырвался вперед, завидуют тебе, твоей рискованности, смелости. Ты не боишься браться за что-то, ты не боишься за это брать плату. Значит, ты справляешься с этим. Они бы побоялись, они бы не рисковали. Особенно работа с обществом, работа с людьми, люди разные. Мы с вами видели, как этих таксистов пытаются подставить. Хорошо, что там камеры есть.
обвиняя их в черти в чем, что избили, что изнасиловали, чего только не говорят. Правда, если бы не эти камеры, эти люди бы сидели. Я к тому, что сейчас более ярко видно, что среди людей есть очень подлые особи, которые могут придумать на ходу и сыграть очень натурально, понимаете? Вот о чем речь. И не забывайте, что если вы оказываете какую-либо помощь, неважно какую, всегда чаще всего будут приходить те люди, которые в наглую везде суются, как там вот стоят все к врачу в очередь. Мне только спросить, мне только зайти, мне только подписать. Зашла, и оттуда ее отправили на анализы. Все кричат, все оскорбляют, а ей пофигу. Она свое дело сделала и ушла. Ей все равно, что она подлая. Без разницы, понимаете? И чаще всего, когда ты чем-то помогаешь, приходят люди, которые любят пользоваться всеми. И поэтому мы потом удивляемся, почему за добро злом ответили. Да потому что человек, которому действительно нужна помощь, постесняется подойти. Решить, своими усилиями, своими силами решить свою проблему. Чаще всего, не всегда. Конечно, есть люди, которые реально достойные, нормальные люди и приходят за помощью. Это одно. Вы видели на празднике, когда дегустации чего-то или раздают что-то. Вот эти люди, которые позорят потом нашу страну на весь мир, которые за кашей бегут, за водкой бегут, стоят в очереди. Смотришь на них и думаешь, неужели у тебя нету 100 рублей пойти вот эту кашу вот в ближайшей этой столовой поесть? Там даже не 100, а меньше стоит. То есть халява же, надо стоять, орать друг на друга, оскорблять из-за этой каши. Понимаете, всегда найдутся люди, которые не прочь пойти и забрать там, где бесплатно. А когда каша заканчивается, как они орут, как они матерятся, как они оскорбляют, смотришь на этих людей в шубах, в золоте. Это не те люди, которым есть нечего, понимаете? Ну, как так? Дайте нам нашу кашу, водку, положено. И вот с такими людьми, когда работаешь, ты понимаешь, что вот это вот выгорание неизбежно. Они доведут до такого выгорания. И как сделать так, чтобы вокруг тебя была тишина, спокойствие, чтобы была атмосфера уважения, скажем так, чтобы какая-то невидимая стена держала этих людей подальше от тебя, и ты была сильнее, чем они. Так вот, я сегодня вам хочу подарить, значит, 2 заговора. Один из них нужно читать, в принципе, каждый день определенное время. Можете через раз, когда помните. Но лучше, конечно, в первое время изначально читать каждый день. В открытое окно утром. Когда утром становитесь, еще ничего не поели, еще никаких действий не сделали. Откройте окно и начитайте этот заговор 3 раза. Со временем вы заметите, что и на работе начнут относиться к вам лучше. И люди, которые трепали нервы, начнут избегать с вами встречи и будут обходить вас третьей дорогой. Да и вообще вы станете сильнее, неуязвимее и в семье, и вокруг вас будут вас слушать. То есть ваше слово будет иметь смысл и силу. Итак, заговор следующий. На берегу реки Смородина стоит камень-алатырь. Тот камень всем камням батька. Тот камень нерушимый. Тот камень несокрушимый. Под тем камнем алатырь сокрыта сила богатырская, сила неветанная, сила немеренная. Переписала и открыть тяжело. Сокрушает та сила всякие преграды, сметает скалы на своем пути, кидает их в древнюю реку.
неохватные деревья вырывает, глыбы о землю бьет, пыль до небес поднимает. Никто до меня той силой не владел, ни женщина, ни муж, ни молодой, ни старый. Сейчас, извиняюсь. Вознесу я мольбу к могучим богам. О боги древние, о боги черные да боги белые, поднимите тот камень, освободите ту силу несокрушимую. Услышали мою мольбу боги великие, подняли камень Алатырь. Проснулась, разбушевалась сила нерушимая. Вселилась в меня, в мою плоть и кровь, в каждую кость, в каждую мышцу, в сердце ретивое, в разум и в душу, в суставы и в печень. Я владею той силой несокрушимой. Отныне мне приказывать, всеми повелевать, а всем вокруг повиноваться. Заклинаю. Еще раз. На берегу реки Смородина стоит камень Алатырь. Тот камень всем камням батька. Тот камень нерушимый, тот камень несокрушимый. Под тем камнем Алатырь сокрыта сила богатырская, сила неведанная, сила немеренная. Сокрушает та сила всякие преграды, сметает скалы на своем пути и кидает их в древнюю реку. Неохватные деревья вырывает, глыби о землю бьет, пыль до небес поднимает. Никто до меня той силой не владел, ни женщина, ни муж, ни молодой, ни старый. Вознесу я мольбу к могучим богам. О боги древние, боги черные да боги белые, поднимите тот камень, освободите ту силу несокрушимую. Услышали мою мольбу боги великие, подняли камень Алатырь. Проснулась, разбушевала сила нерушимая и вселилась в меня, в мою плоть и кровь, в каждую кость, в каждую мышцу, в сердце ретивое, в разум, в душу, в суставы, в печень. Я владею той силой несокрушимой. Отныне мне приказывать, всеми повелевать, а всем вокруг повиноваться. Заклинаю. Когда читаете, прям идет такое тепло, с ног вот вверх идет. Или дрожь, лихорадит, по-всякому. Читайте вот этот заговор каждый день. Попробуйте определенное время не забывать. Каждое утро читать. И вы посмотрите, через какое время у вас вот просто появится внутренняя такая сила. Вы станете как магнит для нужных людей, нужных обстоятельств. Потому что когда человек сильный, к нему тянется удача и к нему тянутся люди. Пока человек энергетически слаб, вот что бы он ни хотел, визуализация, йога, что там еще, не знаю, там различные техники есть, в общем, расслабление, еще какие-то медитации, ничего не помогает. Человек слаб, он должен сначала усилить себя, потом сильным становится его энергия, потом сильным становится его слово и так далее, понимаете? На берегу реки Смородина стоит камень Алатырь. Тот камень всем камням батька. Тот камень нерушимый, тот камень несокрушимый. Под тем камнем Алатырь сокрыта сила богатырская, сила неведанная, сила немеренная. Сокрушает та сила всякие преграды, сметает скалы на своем пути и кидает их в древнюю реку. Неохватные деревья вырывает, глыбы о землю бьет, пыль до небес поднимает. Никто до меня той силой не владел, ни женщина, ни муж, ни молодой, ни старый. Вознесу я мольбу к могучим богам, о боги древние, боги черные да боги белые. Поднимите тот камень, освободите ту силу несокрушимую. Услышали мою мольбу боги великие, подняли камень Алатырь. Проснулась, разбушевала сила несокрушимая, вселилась в меня, в мою плоть и кровь, в каждую кость, в каждую мышцу, в сердце ретивое, в разум и в душу, в суставы и печень. Я владею той силой несокрушимой. Отныне мне приказывать, всеми повелевать, а всем вокруг повиноваться. Заклинаю. Дайте своим мужьям и сыновьям, которые там находятся, пусть читают себе каждое утро вместе с защитой. Это им тоже придаст силы и даст возможности избежать многих нехороших вещей.
А второй заговор – это перед опасностью, или перед допросом, или перед разговором с начальством, или просто тоже можно читать, но не просто так, по особому случаю, когда вам нужна сила, когда нужно, чтобы вас услышали, побоялись, и чтобы было по-вашему. Ну, как правило, это перед беседой, перед разговором, перед разборкой какой-то, ну, в общем, вот так вот. Перед судом, судилищем. Оседлаю я льва, на царе зверей еду, и всех зверей за собой веду. Как перед львом трепещут звери, боятся и разбегаются, так передо мной такие-то, называйте, разбегаются. Недругом здесь я говорю, но вы можете назвать там проверяющим, или начальнику, или там подчиненным, на кого читаете. Недругом недруги, оглохните, онемейте, окаменейте. Скажу сволок или сволок, это старинное слово. Слов 40. Как я скажу, так и будет. И сила за мной, и правда за мной. Ключ, замок, язык. Заклинаю. Оседлаю я льва, на царе зверей еду, и всех зверей за собой веду. Как перед львом трепещут звери, боятся и разбегаются, так передо мной такие-то разбегаются. Недруги, оглохните, онемейте, окаменейте. Скажу сволок слов 40. Как я скажу, так и будет. И сила за мной, и правда за мной. Ключ, замок, язык. Заклинаю. 3 раза желательно. Оседлаю я льва, на царе зверей еду, и всех зверей за собой веду. Как перед львом трепещут звери, боятся и разбегаются, так передо мной такие-то разбегаются. Недруги, оглохните, онемейте, окаменейте. Скажу сволок слов 40. Как я скажу, так и будет. И сила за мной, и правда за мной. Ключ, замок, язык. Заклинаю. Итак, я уверена, что эти работы, как и другие мои работы, вам помогут в трудной ситуации, дадут вам сил преодолеть и выйти победителем из всех своих битв. Желаю вам силы воли, мудрости, терпения. Оно тоже нужно. И только вперед без оглядки. Всем удачи!